1 марта 1980 года экипаж 384-го летного отряда Толмачевского объединенного авиационного отряда выполнял рейс 3324 по маршруту Симферополь-Новосибирск с промежуточными посадками в Сочи и Оренбурге. На борту лайнера находились 152 пассажира и 9 членов экипажа. Вылет из аэропорта Сочи был произведен в 21 час 37 минут. Полет из аэропорта Сочи до поворотного пункта маршрута на высоте 11 400 метров проходил без отклонений. После входа в зону Актюбинского районного центра управления воздушным движением экипаж запросил разрешение после пролета Актюбинска следовать по спрямленной трассе Актюбинск-Оренбург, но диспетчер дал разрешение следовать по другому маршруту, не указанному в перечне воздушных трасс СССР. Перед началом снижения по указанию командира пилотировал второй пилот. При проведении предпосадочной подготовки были допущены многочисленные нарушения. Во время снижения пилоты вели между собой посторонние разговоры, которые отвлекали их от выполнения своих обязанностей. Также экипаж нарушил схему захода на посадку, не выполнил карты контрольной проверки при развороте и входе в глиссаду. Вошел в глиссаду с убранной механизацией. На предпосадочной прямой допускал крены до 23 градусов и вертикальную скорость до 9 метров в секунду. В нарушении НПП экипаж не доложил о готовности к посадке, а диспетчер посадки, не получив доклада о готовности, дал разрешение на посадку. В нарушении руководства полетной эксплуатации шасси были выпущены на удалении 15 километров. В процессе захода штурман самоустранился от выполнения своих обязанностей, не докладывал экипажу о начале четвертого разворота, боковом уклонении после него, положении относительно глиссады и необходимой вертикальной скорости. Самолет находился выше глиссады на 100 метров. Контроля за выпуском закрылков и перекладкой стабилизатора штурман также не вел, чем нарушил инструкцию по взаимодействию экипажа. На всех этапах полета, после начала снижения и до посадки, карта контрольных проверок не выполнялась. Все это намного усложняло работу экипажа и привело к дефициту времени при заходе на посадку. ДПРМ был пройден на высоте 270 метров, на 60 метров выше установленной. И в нарушении полетной карты экипаж не принял решение об уходе на второй круг, а диспетчер не потребовал этого. Стремясь выполнить посадку, второй пилот увеличил вертикальную скорость снижения до 10 метров в секунду, а командир уменьшил обороты двигателей до 30%. В процессе дальнейшего снижения с работающей в течение 13 секунд сигнализацией системы опасного сближения с землей, самолет пересек глиссаду и ушел под нее. В нарушении руководства полетной эксплуатации на высоте 90 метров и удалении 2 километров командир начал довыпуск закрылков до 45 градусов, который закончился на высоте 60 метров и удалении 1,5 километров от взлетно-посадочной полосы. Стабилизатор оставался в положении минус 3 градуса. Контроля за довыпуском закрылков и перекладкой стабилизатора до минус 5,5 градусов со стороны экипажа не было. На удалении 2 километров диспетчер дал экипажу информацию о нахождении ниже глиссады на 25 метров и вновь не дал команды об уходе на второй круг. Для уменьшения снижения второй пилот и командир потянули штурвалы на себя и увеличили обороты двигателей до 86%. БПРМ был пройден на высоте 45 метров. Для уменьшения вертикальной скорости снижения командиром и вторым пилотом на высоте 20 метров и удалении 450 метров за 6 секунд до касания руль высоты был отклонен полностью на себя с вертикальной скоростью 3 метра в секунду и поступательной скоростью 265 км в час. Самолет грубо приземлился с перегрузкой в 4G и вновь оторвался от земли после касания. Далее экипаж установил руды в положение реверс и через 8,5 секунд, пролетев 635 метров после первого касания, самолет вторично приземлился на взлетно-посадочную полосу со скоростью 230 км в час, что привело к разрушению фюзеляжа. При этом произошло разрушение фюзеляжа по 49-му шпангоуту. После вторичного приземления самолет начал уклоняться влево и сошел со взлетно-посадочной полосы. В процессе движения хвостовая часть фюзеляжа опустилась на грунт.
Пройдя 647 метров от точки второго касания, лайнер развернулся на 108 градусов к оси взлетно-посадочной полосы и остановился на рулежной дорожке в 165 метров от взлетно-посадочной полосы. В результате грубой посадки пострадали 2 члена экипажа и 1 пассажир. По результатам расследования причиной аварии явилось грубое приземление самолета на взлетно-посадочную полосу в результате нарушения экипажем требований руководства полетной эксплуатации самолета Ту-154А и карты контрольных проверок при заходе на посадку. Серия грубых ошибок и упущений со стороны летного экипажа привела к снижению самолета ниже глиссады, и несмотря на сигналы «Земля близко», командиру не удалось выполнить маневр ухода на второй круг. Неправильное использование схем захода на посадку, стабилизаторов, закрылков и нарушение процедур привело к неправильной траектории захода на посадку. Кроме того, диспетчер захода на посадку разрешил экипажу приземлиться, вместо того, чтобы дать команду уходить на второй круг. Смотрите также. 18 января 1988 года авиалайнер Ту-154Б авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс 699 по маршруту Москва-Красноводск-Ашхабад. Но при заходе в аэропорту Красноводска самолет грубо сел на взлетно-посадочную полосу и полностью разрушился. Друзья, мы создали новый канал «Планета катастроф», где мы рассказываем интересные истории об экологических, техногенных, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.